Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я обещала, что я буду снимать прямые эфиры и отвечать на вопросы о тайнах мира. Я продолжу эти прямые эфиры, но не сейчас. Сейчас у меня другая тема. Я сегодня после прямого эфира некоторое время работала, потому что мне нужно и работой заниматься. И, честно говоря, я поняла, что эти мировые тайны меня очень сильно выжили. Это нелегко. Это информационные поля, и это очень тяжело. Туда лезть, это все смотреть непросто. Но я чувствую, что я должна еще больше вам передать и объяснить, и сказать. Может быть, многие меня не поймут, может, многим станет непонятно, почему я столько говорю, столько рассказываю, столько дарю вам. Я уже вам говорила, дорогие друзья, я недолго с вами, я недолго буду жить. Моя жизнь короткая. И я просто боюсь, что все, что я должна была людям отдать, я не успею все это отдать. И тогда с меня будет очень строгий спрос там. Потому что здесь временная жизнь, а там вечность. Там я тоже буду жить. Но все, что я должна оставить людям, это должно быть здесь, сделано. Если вы заметили, я работаю 24 часа в сутки. Если вы заметили, я за короткое время отдала людям огромную информацию и очень много полезного. Обычный человек не может это сделать без поддержки тех сил, которые рядом. Это невероятно невозможно, дорогие друзья. Как бы ты ни работала, как бы ты ни старалась, столько информации, знаний ты сама по себе знать не можешь. Это все тебе дается. И только идиот скажет, что это по плечу любому человеку. Я хвалю не себя, я не приписываю себе это. Я говорила и повторяюсь, я всего лишь проводник. Я всего лишь проводник. Через меня всего лишь даются людям. Это все я просто вам дарю оттуда, откуда мне это все приходит. Не может обычный человек столько подарить. Так вот, я обычный человек. Но миссия, наверное, в этом мире у меня необычная. Поэтому я буду очень много дарить и объяснять вам. Не просто, Натали, не просто видеть прошлое, будущее. Это все судьбы людей, это прошлые века. Это очень большие нагрузки. Это непросто. Но я должна этому миру все-таки показать, кто такие настоящие ведьмы. Чтобы среди всего этого шушера когда-нибудь память о настоящих тоже оставалась. Дорогие друзья, ведьмы видят то, что не дано видеть никому. И они об этом молчат порой, потому что их примут за ненормальных. Это не фантазия, это реальность. И эта реальность иногда выходит в фильмах, в шедеврах удивительных писателей. Даже элементарно фильм «Мастер и Маргарита» много-много лет не могли снять. Не могли, не получалось. Каждый раз были какие-то препятствия, каждый раз были какие-то катастрофы, катаклизмы, словно мир духов не позволял, словно он говорил еще рано людям это знать. Широкой массе еще знать рано. Это не выдумка человека.
Это не выдумка, и это не литературное произведение. Это то, что дается людям, избранным людям, и они об этом говорят. Кем бы они ни были, писатели, философы, ведьмы и прочее. Это дается людям, которым можно раскрыть эти тайны. Дорогие друзья, мир духов видят животные, видят дети, которые еще пока неразумны. Они все видят мир духов и воспринимают это нормально. Это мы не видим их, у нас закрывается видение мира духов, чтобы уберечь нашу психику. Это про обычного человека. Я хочу вам рассказать, что я вижу. Я хочу вам сказать, что для меня смерть – это не конец жизни, смерть – это продолжение. Смерти нет. Дорогие друзья, смерть не существует. Это физически покидается тело и просыпается в другом измерении. Многие люди, которые были в преддверии смерти, я не хочу отвечать сейчас на вопросы. Многие люди, которые находятся в преддверии смерти, между жизнью и смертью, очень многие описывают одинаково, что они резко проснулись в другом месте, в другом измерении. Это был некий другой мир, там было много людей, был коридор. Прежде чем перейти к тому, что я говорю, я хочу вам сказать, что ведьму напугать ничем невозможно. Это люди, которых ты никогда ничем не напугаешь. Ни смертью, ни тюрьмой, ни ссылкой, ни одиночеством, ни психбольницей. Ты ведьму никогда ничем не напугаешь, потому что она видит мир духов, и она всегда знает, что она не одна. Мы никогда не одни, дорогие друзья. Вообще все люди не одни, но ведьмы тем более не одиноки. Они никогда не боятся ничего. Нет в этом мире чего-то, чем можно их напугать. Потеря близких, родных не страшно. Знаете почему? Потому что ты знаешь, что ты потеряешь их всего лишь физически. Они уйдут физически, но душа будет с тобой рядом. Когда тебе нужно, ты с ним поговоришь, ты их увидишь, ты почувствуешь их, ты их призовешь. Понимаете? Потеря ребенка тоже не страшно. Не дай бог, это очень ужасная потеря, но это не страшно. Не страшно, потому что ты его увидишь, ты его не отпустишь, ты знаешь, что он рядом с тобой. Как вам объяснить? Вот люди, которые называли себя ведьмами, экстрасенсами, сходили с ума, например, Джуна, да? Все говорят, вот Джуну сломила смерть ребенка. Да, как любую обычную женщину сломила смерть ребенка. Это был последний удар в ее жизни, потому что ее затянули в эту авантюру, потому что она запуталась во лжи, потому что она уже потерялась в правде, во вранье, в выдумке и в истине. Она привыкла, с нее создали этот образ какого-то там экстрасенса, не знаю, там суперцелителя. И она придерживалась этого образа, понимаете? Она уже запуталась в этом всем. И когда ее ребенка не стало, как любая обычная женщина, она сломалась. Но если бы она была ведьмой, потеря ребенка ее бы не сломила. Объясню почему. Потому что она знает духовный мир. Она знает она знает, что ее ребенок никуда не ушел, он здесь. Он просто физически ушел, но он здесь. Когда ты видишь их, когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что это не страшно. У меня второй ребенок тоже не выжил. Меня тоже взяли откуп. Все мы любим безумно своих детей, все. Я не виню ее. Она обычная женщина, она сломалась. Я не виню ее. Я просто говорю, что будь она ведьмой, она бы не сломалась. Это бы ее не сломило.
Своего второго сына я тоже потеряла. Я не хочу об этом рассказывать. Но хочу сказать, что я очень переживала это до того дня, пока я его не увидела. И пока не услышала. Хотя он ушел в очень маленьком возрасте. Но я его услышала. Я увидела, что он там есть. И после этого мне стало легче. Мне стало очень легко. Потому что я поняла, он рядом, он здесь, он меня защищает. Я его не потеряла. Он живет, просто в другом измерении. Понимаете? Это больно любой матери. Это больно и ведьме, но ведьма по-другому переживает свою боль. Она живет среди призраков, она живет среди теней, она живет среди душ, среди духовных существ. И поэтому ведьма не сходит с ума. Ведьма не теряет себя, ведьма не ломается. Ведьму даже это не сломает. Понимаете, дорогие друзья? Так вот, я хочу вам сказать следующее. Да, я откровенна, и я этого не боюсь. Только сильные люди могут открыть душу, не боясь. Поверьте мне. Люди, не способные ударить в спину, сами открываются. Люди подозрительные, умеющие, скажем, способные предавать, они, как правило, стараются все скрыть, потому что они по себе судят от других. Вот узнают что-то лишнее, вот поэтому и ударят. Да пускай ударят, пусть бьют. У меня давно уже притупилась любая боль. Понимаете? У меня любая боль притуплена давно. Могут ударить куда хотят. Абсолютно похрену. Это все равно, как слона бить булавкой. Вот пофигу вообще. В этом мире я уже прошла эти все пределы страха и все прошла. Меня уже нечем пугать, если честно. Абсолютно нечем. Ни шантажом, ни чем-либо другим. Я такой человек, меня никто ничем не возьмет. Понимаете? Меня никто ничем не возьмет. Пытались бить и запугивать всячески, но я этот момент перенесла, пережила и иду дальше, как вы видите. Я сказала, вопросы здесь не задаем. Еще один вопрос и начинаю опять заносить черный список. Вы меня не слышали, нет? Мир духов. А так и должно быть, Маргарита. По-другому нельзя. Если хоть один раз ты дашь слабину, если хоть один раз ты пойдешь на поводу, лишь бы не надо выставлять мои там голосовые, не надо, дашь срать на них, выставите. Выставляйте, Господи, выставляйте. И что с того? Ну, выставили, и что теперь? Что у меня меньше народу стало, меньше подарков и благодарности стало? Господи, смешно. Выставляйте. Выставили, и что? Ничего. Лена, вы в черном списке. До свидания. Мне уже это остоебенило. Повторять одно и то же 100 раз. Я хочу вам сказать, в этой жизни не бойтесь ничего. Не бойтесь ни разводов, ни расставания. Не бойтесь ни потерь близких. Не бойтесь ничего. Притупляйте свой внутренний мир и знайте, что ничего никуда не теряется. Все рядом с нами остается. Всегда. Вы не одиноки. Как стать такой сильной? Как там Иисус сказал, вот тебе крест, повиси-ка на нем и станешь сильной. Не надо эти глупые фразы повторять, что нас не убило, то делает нас сильнее, вот эту ерунду. Да, оно делает нас сильнее.
Но я хочу вам объяснить, что ничего никуда не теряется. Близкие, любимые уходят в потусторонний мир и оттуда следят за ними. Они могут нас услышать, могут прийти и помочь. Они с нами рядом. Если вы потеряли материальное что-то, материальное легко приходит. Дорогие друзья, наверное, меня мало кто поймет, но хочу вам сказать, деньги не самоцель. Я не боюсь безденежья, поэтому я всегда их получаю. Я не боюсь позора, поэтому я не позорюсь. Я не боюсь ничего. Я не боюсь врагов, поэтому они меня не могут одолеть. Я не боюсь, на меня воздействовать невозможно. Я не боюсь смерти. Если человек не боится смерти даже, чем можно напугать этого человека? Умрет твой близкий, ну, значит, так суждено, значит, его время пришло. Значит, он уйдет, но он будет в духовном мире со мною. Что-то потеряю, ну, значит, так надо было, откупилась, отдала. Я не знаю, что еще можно сказать. Раскроют от тебя, от твоей личной жизни. Ну, раскройте, пускай люди знают, насколько я сильный человек, сколько перенесла, и все равно осталась человеком. Раскрывайте. Доброй ночи. Тюрьмой напугают. В тюрьме тоже люди живут. И в тюрьме можно авторитет себе заработать. И в тюрьме можно быть полезным. И в тюрьме можно помочь всему персоналу, обслуживающему всех работников тюрьмы. И ты там будешь жить как королева. Потому что ты точно так же будешь помогать им там. И они будут для тебя все условия создавать, лишь бы ты им помогала во всем. Потому что там тоже люди, у них тоже есть свои проблемы, которые нужно решить, и ты можешь их решить и помочь. Кому-то помочь подняться по карьерной лестнице, кому-то убрать конкурентов. Не хотелось бы, никому не хотелось бы, Илона. Но я хочу сказать, что бояться не нужно. Как Екатерине Великой Елизавета Петровна все время говорила, отправлю тебя в монастырь, и она сказала, в монастыре тоже люди живут. Не пугайте Божьим домом меня. Понимаете, пугать можно того, кто готов бояться. А кто знает, что выживет везде, даже в пустыне Сахара, пугать незачем. Тут даже не в привычке дело. Тут даже не в привычке дело, тут дело выживаемости, в спокойствии. Есть нечто такое, что когда ты переходишь эту грань, когда ты уже становишься той, кем ты предназначена становиться, дорогие друзья, для тебя все становится абсолютно второстепенным. Эти склоки, эти мелкие какие-то разборки, любовные какие-то страдания, какие-то непонятные за что и почему, эти стремления в пустоту. Ты понимаешь, что все однажды закончится, ты здесь временно. И знаете, что делаешь ты? Ты начинаешь тратить свою жизнь на самые главные вещи. Я трачу свою жизнь на свое дело, на то, чтобы оставить после себя насколько можно много, потому что я для этого пришла. Я пришла в этот мир, чтобы создать сильную династию, чтобы после себя оставить последователей и помогать им с того мира. Вот и все, что мне нужно, о чем думать. А деньги, а остальное, оно придет, оно мне за это дается. Я занимаюсь своим делом, не думая ни о чем, отключена от всего. А силы мне дают все, что мне нужно для моей жизни. Понимаете? Я занимаюсь тем, зачем они меня привели в этот мир, а они занимаются тем, что мне дают, обеспечивают мою жизнь, мой быт, чтобы я здесь жила. Давайте вы не будете мне сейчас советовать, деньги нужны или не нужны. Деньги нужны, и я об этом знаю. И вот с этим тупым аватаром вы сюда больше не придете. Деньги нужны, именно поэтому я людям и подарила очень много денежных работ, чтобы они знали, как жить хорошо.
Но я всегда говорила, делайте свое дело и не сидите и не думайте, мне за это заплатят, сколько дадут, сколько не дадут. Не считайте уже, калькуляторы не доставайте, пока вы ничего не сделали еще. Вы работаете, вы делаете. Если вы хорошо сделаете, вам за это награда придет, не сомневайтесь даже. Люди думают, депрессии, ужасающие периоды в жизни, потери. Для чего они нужны? Дорогие друзья, депрессия – двигатель прогресса. Все великие произведения создавались во время депрессии, чтобы человек не сошел с ума. Он садился, спасибо большое, он садился и писал симфонию. Он выходил из депрессии, и жизнь потом менялась, все становилось на круги своя, но его работа оставалась, и это его прославляло. Во время депрессии Моцарт писал свои произведения. Во время депрессии любви к Элизе Бетховен написал лунную сонату, и которую мы до сих пор любим. Один из самых любимых произведений. Во время депрессии Пушкин писал свои великие произведения. Во время депрессии многие голливудские мегазвезды и того времени, и этого времени снимались и снимались, беспрерывно снимались в фильмах. Время прошло, депрессия прошло, а фильмы остались, а деньги за эти картины пришли, а слава добавилась. Депрессия тоже нужна. И боль нужна, и душевные мучения нужны. Они нас делают другими, они поднимают нашу планку. Понимаете? Они поднимают нашу планку. И если мы не будем понимать, за что нам что дано, мы никогда ничего не изменим. Сядьте и подумайте, я одинока, а почему? Чтобы заняться собой. Я хочу, чтобы рядом со мной был мужчина. Посмотрите на себя в зеркало. Хочу ли я, чтобы мужчина в моей жизни появился сейчас, когда я вешу 100 килограмм, когда я себя забросила, когда я на себя не обращаю внимания, когда у меня не вышипанные брови, когда у меня не обработанные ногти. Я хочу сейчас, чтобы пришел этот мужчина и увидел меня вот такой. Что мне нужно сейчас делать? Мне нужно сейчас думать, как поменять себя. Вот когда я себя поменяю, этот мужчина придет, и он увидит меня красивой, энергичной, сильной женщиной. Вот это другой вопрос. Сейчас мне это нужно срочно. Вы когда что-то хотите, подумайте. Вы хотите денег, сядьте и подумайте, деньги я хочу. Но если у меня сейчас будут эти деньги, я смогу ли правильно распоряжаться этими деньгами? Почему человек, медленно идущий к богатству, живет потом в достатке и учит своих детей, и оставляет сильную династию? А человек, который сразу получил эти деньги, его дети потом ходят, побираются, и он умирает непонятно где. Потому что, когда сразу все тебе дается, ты не знаешь, что с этим делать. Вот мне сейчас прямо дайте 2 миллиона долларов. Я не знаю, что с ними делать можно. Я, наверное, буду метаться туда-сюда, где-нибудь потеряю, или меня где-нибудь убьют, и их отнимут. Я не знаю, что я сделаю. Потому что я еще не привыкла держать такие деньги в руках. Я должна постепенно к этому идти. Я должна сначала одно купить, заработать, второе понять, как это нужно. Когда я первый раз покупала квартиру, я просто металась туда-сюда. Я даже помню, что там в банке неправильно подписала, потом снова у меня прямо нервы все вот на пределе. Я 3-4 дня ездила, пока это все сделала. Второй раз я сделала намного легче, потому что я этот процесс уже знаю. Спокойненько пошли в банк, перевели на счет, подписались, пошли, подписали договор. Третий раз я еще легче сделаю это, потому что я уже знаю, как это делать. Вот так человек постепенно идет к чему-либо. Так вот, когда вы хотите сразу резко разбогатеть, сядьте и подумайте, если я сразу разбогатею, умею ли я распоряжаться этими деньгами? Вот мне, почему клад, который находят люди, все время говорят, это проклятый клад. Это проклятый
вот был клад, вот они нашли, и они вот потом передрались, потом кто-то их ограбил, убил. Нет, дорогие друзья, дело не в том, что клад был проклятый. Дело в том, что люди были не готовы найти такое огромное количество золота, килограмм 5-6 или бриллиантов. Они не были готовы, они были сельские люди, знать не знали, где ломбард, где продается, где какие эти скупщики, где какие эти коллекционеры. Они знать не знали, они начали мотаться, метаться, то есть туда-сюда, там спрашивать, тут спрашивать. Естественно, что какие-то мошенники тут же смекнули, они что-то там нашли. Ну-ка, дайте покажем, вот у нас есть там один знакомый, он вот коллекционер, он сразу у вас купит. И они радостно привели этих людей, открытые сельские люди, привели домой, угостили самогоном, посидели, поговорили. После чего они их убили и все это забрали. Понимаете, они не умели этим распоряжаться, не знали, что это такое. Поэтому и говорю, а если бы эти люди постепенно поднялись к чему-то, сначала 100 тысяч заработали, потом 200 тысяч заработали, потом 1 000 000 заработали. Они знают, как это надо делать. И когда люди ко мне обращаются, дайте нам ритуал, чтобы выиграть деньги, я говорю им, невозможно просто так выиграть и ничего не отдавать. Вы глупые люди. Если вы гонитесь за легкими деньгами, если вы гонитесь за лотерейными билетами, чтобы сразу выигрывать, если вы сразу выиграете, через некоторое время у вас рак начнется. И вот все эти деньги вы отдадите, чтобы вылечить рак. Потому что вы ничего не отдали. Вам же надо что-то отдавать. Вот ты набираешь корзину в супермаркете, при выходе ты платишь и выходишь. Если ты не платишь, оставь все, что взяла, и так выйди. То же самое жизнь. Жизнь, если тебе дает эту огромную сумму, а ты ничего за это не дал, ну давай чего-нибудь. Заболей и вложи. Болезнью плати, болью плати. Плати, чем-то платить. Тебе нельзя просто так вот взять и пойти. Понимаете? А если ты изначально вкладываешь свое знание, время, силу, молодость, ты уже заплатила. На тебе твои деньги, забирай. Иди купи, что хочешь. Поймите, наконец, вы должны что-то вложить, чтобы вам что-то дали. Невозможно. Вам, если дадут эти большие деньги, я не знаю таких людей, которые выигрывали в казино или где-нибудь, и что у них все было прекрасно и хорошо. Они платили потом. Они потом за эти деньги платили. Халявных денег нету и не будет. Мудрости не хватает. Планка души слишком низкая. Почему я злюсь на людей, когда говорят, вот вы злитесь там на людей, вы их оскорбляете. Видимо, потому что я не могу уже смотреть на примитивных людей, они меня раздражают. Когда человек пишет, вы гадаете, а мне гадаете, видеозвонок. Сегодня женщина, видеозвонок. Я говорю, послушайте меня внимательно. Наверняка вы мне звонили, чтобы просить о помощи. Давайте с вами вот так порассуждаем. Я сказала очень, скажем так, очень корректно. Я говорю, вы звоните, вот вы кидаете видеозвонок. Может, я в ванной нахожусь, может, я не одета. И тем более вы знаете, что я такой человек, у которого сейчас неполноценная жизнь, и я пока не подготовлюсь, я не виднеюсь перед экранами людям. Вы звоните мне сразу же, видеозвонок. Вы говорите, скорее всего, пришли за помощью. Вы удивляетесь, что ваша жизнь такое дерьмо? Вы посмотрите на свое поведение, насколько беспардонно и глупо вы себя ведете. Конечно, жизнь тебя отторгает. Как говорят, жалуешься на свою судьбу, смотри, как бы судьба на тебя не начала жаловаться. Ты тоже не, знаешь ли, безупречен. Это даже не наглость, это глупость, это примитивное мышление человека. Возьму, позвоню и спрошу. Я спрашиваю, вы звоните, вы на что рассчитываете? Это нормально? Это правильно? Просто взять и чужому человеку просто звонить по видеозвонку. Извините. Я говорю, не извините, а просто подумайте над этим. Если вы пришли за помощью, так
Я вам не помогу. Я многим отказываю, многим. Или эта фраза «гадайте». Ведь сколько раз было сказано, не оскорбляйте меня этим словом «гадание». Пусть гадают цыганки где-нибудь на рынках. Не гадаю я. Не угадываю, что там может быть. Не карты кидаю, просто посмотреть, кто с кем там спит. Я вижу глубже, понимаете? Не будьте примитивными людьми. Изучите сначала, поймите, как обратиться к этому человеку. Это несложно. Вы хотите перемен, вы каждый день говорите, надо бы на митинги, там пускай правительство уходит, Путин уходит, этот уходит. Элементарно касается вашей жизни. Вы не хотите даже изучить, к кому вы обращаетесь, кому вы собираетесь платить за эту работу, кто будет с вами работать. Я говорю человеку, изучите мой канал, чтобы понять, кому вы доверяете свою судьбу. Она мне говорит, мне нет времени изучить. Я говорю, ну потом вы придете и скажете, я вот какой-то обратилась, да, она там обманула и так далее. А ведь я вам честно говорю, изучите, посмотрите мой канал. Кто я? Настоящий я, не настоящий. Посмотрите. Потом обращайтесь ко мне. Тебе некогда думать о своей судьбе. Ты доверяешь свою жизнь человеку, которого еще не знаешь. Вот так доверились свою жизнь бабы этой доктору Франкенштейн, как ее обозвали. Женщине, которая понятия не имела ни о каких операциях. И причем про нее говорили очень много, что она калечит. Не изучив ничего, они легли под нож, и она их превратила в куски мяса. Как ты можешь доверить человеку делать тебе пластическую операцию, если ты еще даже не знаешь этого человека, не изучила? Как легко и просто мы отдаем в руки чужие наши тела и души. Потому что мы не хотим, нам лень. Мы не хотим думать долго. Кому, как не мне, знать, как тяжело быть искалеченной. И как тяжело жить в таком состоянии. И не каждая женщина сильна. Она сразу комплексует, закрывается в себе. Как правило, женщина, у которой разрезано тело, обезображено, она и в сексуальном плане себя отказывает, и в свиданиях отказывает. Она, можно сказать, получеловек. Потому что у нее комплекс. У нее разрезан живот, у нее безобразно висит грудь, еще что-нибудь. Она обязательно будет скрывать себя. И от этого будет страдать. Так прежде чем это делать, надо думать, далеко смотреть, куда я иду. Это моя жизнь, это мое здоровье. Каждая операция уносит огромное количество жизни. Им сейчас, чтобы себя поменять, чтобы исправить эту ошибку, сколько надо операций пройти. А наркоз, знаете, что такое вообще? Наркоз – это страшное дело. Наркоз – это убивает тебя, потом воскрешает. Он отключает твой мозг, жизненные функции, чтобы ты от этой боли не умерла. Наркоз, если кто не знает, наркоз – это не обезболивающий. Наркоз – это отключение твоего мозга полностью. И если тебя обратно не вернет анестезиолог или не рассчитает дозу там, наркоза, ты можешь оттуда не проснуться. И вы представляете, с какой легкостью идут люди и ложатся под нож, не думая о том, что они делают. Каждый наркоз ломает кости, ломает зубы, ломает ногти. Каждый наркоз калечит. Так вот, перейдем к духовному миру. Дорогие друзья, многие гениальные режиссеры, многие гениальные писатели описывают мир духов. Мы говорим, фантастика. Ну, это фантастика, там, как правило. Но люди, которые писали фантастику много тысяч лет назад, о летающих каких-то аппаратах, о том, что люди будут говорить друг с другом через расстояние, через несколько тысячелетий, это все случилось. А чертежи Леонардо да Винчи о летающих аппаратах.
Ведь это все случилось, правда? Значит, мы начинаем понимать, что это не фантастика, что это прочтение определенной информации из слоев, информационных слоев. А я вам говорила, что информация есть вокруг нас везде. То есть вот те фантастические книги, рассказывающие о том, что через несколько тысяч лет люди будут видеть друг друга на расстоянии и говорить, когда их считали за сумасшедших, оказалось, они всего лишь предвидели, они видели, что будет потом. Они видели сотовые телефоны, они видели скайпы. Мы с вами живем в фантастическое время, мы не замечаем этого, потому что мы, если честно, зажрались. Когда за кусок хлеба в осадном Сталинграде люди шли километры, хлеб перемешанный непонятно с чем, а сейчас мы хлеб выкидываем, потому что он нехороший. Вы сейчас, сидя на одном чате, я в Москве вам рассказываю, кто-то пишет из Нью-Йорка, кто-то из Австралии, кто-то пишет из Архангельска, кто-то пишет из Урала. Мы все сидим и общаемся в одном месте. Мы общаемся здесь, люди из всех уголков планеты. И мы не замечаем, настолько много нам дано. Мы все время плачем. Нам все время тяжело. Именно поэтому нам иногда жизнь дает очень страшные моменты, чтобы потом, когда мы это все пройдем, вот начали ценить, как много нам дано. Когда мне люди пишут, что у них ад кромешный, ужасная, жизнь вообще никакая, у меня сегодня голова болит, вот бензин наливала, бензин закончился, это что за ад, это что за ужасный круговорот, это закрытость, жить не хочется. И я говорю, одну секунду, ты еще ад не видела, ты не знаешь, что такое ад. Называть адом, что бензин закончился, смешно. Это можно легко решить. Можно просто сесть в такси, поехать в другую бензоколонку, привезти оттуда канистр бензина, налить и поехать дальше. Но это не ад. Так вот, те, которые видели кромешный ад, они вам скажут, что головная боль – это не есть адский круговорот. Это всего лишь давление атмосферное, и более ничего. Нам даны огромные возможности, мы их не используем. Вы говорите, я тяжело живу, я вот именно, когда ты видишь, что человека разорвало, а тебе нужно бежать, потому что ты не можешь повернуться и ему помочь, поскольку разорвет и тебя, и твоих детей, и твоих родителей. Вот это ад. Вы плачете день и ночь о том, что вы не можете себя реализовать, у вас не получается. Нам дано тысячи талантов, о которых мы и не подозреваем. Вы можете взять, создать группу, показать свои работы. И вот точно так же, как здесь со всех концов планеты Земля люди пишут, там со всех концов планеты Земля люди это посмотрят, закажут, купят и так далее. Но легче плакать, потому что мы все хотим, чтобы все было быстро и сегодня, и сейчас. Так не будет. Мир духов. Дорогие друзья, мир духов я видела очень часто в детстве. Талант не только в рисовании и в танцах, поверьте мне. Талант может проявиться много где. Например, талант посадить деревья, чтобы они росли, есть легкая рука. Я первый раз увидела мир духов, когда мне было, наверное, 5-6 лет, вот примерно так. Я помню, что я увидела девочку, которая сидела возле моей бабушки, такая вся ряженая, такая красивая,
таких разноцветных, пестрых таких вещах. В общем, халат какой-то вышитый. И это были старинные одежды. Потому что я удивилась, потому что в наше время такие длинные вещи девочки не носили. И вот эта девочка спустилась с тахты. Нет, вру, извиняюсь, не в 6 лет, где-то года 3. Это первые воспоминания о моей жизни. Я первый раз, что увидела о своей жизни, уважаемый Мака, или как там тебя зовут, мужчин здесь предостаточно, не все пишут, но ко мне очень много обращается и мужчин, и женщины со своими мужьями и братьями, поэтому ёбан забит ты отсюда, чмошные существа. Мне верить не нужно. Я уже столько раз доказала, кто я есть, что мне просто так никто не верит. Так вот, вот эта девочка спустилась с тахты. Тахта, знаете, да, что такое? Такой вот ровный, как диван восточного типа. И я спустилась. Вот с того времени я себя помню. Дальше видела тени, на балконе выходили. У нас очень живописное место. Я родилась в очень красивом месте, я как-то вам показывала. Я вам показывала, где я родилась, очень красивые места. Тени на балконе. Но это все я воспринимала скажем так, спокойно. Жанна, вы мне надоели, если честно. Вы взвесьте, пожалуйста, свои слова для начала. Мне это надоело. Серьезно я вам говорю. Я рассказываю о себе пока что. Добрый день, Дима. То есть добрый вечер или ночь. Когда моя бабушка умерла, я увидела воочию этот шар, и об этом рассказывала во время уроков, когда он упал мне на голову. Бабушка у меня лежала, она болела. И этот шар светящийся упал мне на голову. Я думала, мне голову разобьет, а он растворился. Я его не почувствовала. То есть он был какой-то такой воздушный. Далее. Пришла домой, узнала, что моя бабка умерла. После этого у меня очень сильно обострились видения, звуки, слухи. Я говорила о том, сколько раз я была между жизнью и смертью. Дорогие друзья, первый раз в 3 месяца, когда у меня обнаружили лейкемию, и в 3 месяца дети вообще не спасаются, это нереально, чтобы они спаслись. Я 100% должна была умереть, тут даже не обсуждается. Малокровие, рак крови, потом сепсис, отравление кровью. Уже с сепсисом меня привезли. Да какой там дар, Господи. Да уж, дар. Дар – это что тебе даром дается. Оно мне не даром далось. Я за это очень дорого заплатила. Второй раз в 3 года выбежала на Транскавказскую магистраль за голубем. Чуть не угодила под колеса. И водитель, который вышел, не увидев меня, потом решил сесть, поехать дальше. Бабушка моя начала махать руками. Он остановился и потом рассказал, что он всю дорогу видел женщину, которая приказным видом, в общем, рукой говорила ему остановиться. Последний раз, когда остановился, он чуть был на несколько там сантиметров от меня. Он бы меня не заметил, грузовик, и я бежала прям туда. В 3-й раз 13 лет. Цифра 3 играет большую роль. В 3-й раз 13 лет, когда
у меня было воспаление легких, у меня резко поднялась температура. Я всю ночь пела песни. Мне рассказывали, я пела песни всю ночь. Старинные песни. Потом на следующее утро вроде начали как бы сбивать мне температуру, и все пошли по своим делам, потому что была весна. Скажем так, была весна, и в сельской местности весенние как бы работы никто не отменял. Все пошли по своим делам, я спала. Я проснулась от того, что мне показалось, что потолок падает на меня. Я это настолько четко, ярко помню, этот момент. Он падал на меня, просто потолок падал. Сейчас я понимаю, что не потолок падал, а я поднималась к потолку. Но мне показалось, что потолок прямо на меня падает. У некоторых людей, у которых было очень плохо предсмертное состояние, многие именно так и видят смерть. Потолок начинает падать на них. А на самом деле они просто вышли из тела и поднимаются к потолку. И я увидела тогда духовный мир. Очень четко в 13 лет я так помню. Это очень четко. Мне сначала казалось, что кто-то зашел в наш дом. В моем детском сознании я маме сказала, мне показалось, что слон зашел в наш дом. Какой слон, непонятно. Но мне показалось, что слон зашел. Настолько все загрохотало, весь дом. Я начала думать, что какой-то слон зашел в наш дом, и, значит, дом шатается. И я помню очень много, знаете, ощущений, как в аквариуме. Начинают вот такие звуки, вот шепоты, вот как в самолете закладывают уши. В общем, и ты чувствуешь, очень много теней видишь. Множество. Я не могу сказать, что я видела лица людей, но я видела огромное количество теней. Они просто вот исчезали, появлялись много, как будто я окружена множеством людей. Никто не мог, кроме меня, это слышать, потому что я была одна, и я находилась дома. И все ушли в огород работать. Я не боялась этих ощущений, потому что я их не понимала, Настя. Я не понимала, что это. Мне казалось, что это у всех так. Что все так видят. Понимаете? И я помню, что я на секунду вот это все потерялось, и я увидела рядом двух. Это были две тени. И одна тень другой тени спрашивает, мужской голос. Ну что, забираем? Спрашивает он. А этот ему отвечает, нет, Самсон. Вот Самсон, я до сих пор его помню, и про Самсона я сняла ролик «Мой стражник Самсон». Откройте, посмотрите. Я там просто не буду сейчас рассказывать долго. Я знаю его, и он меня знает, и много лет мы вместе. И мне перед замужеством Самсон сказал, ну выходи, выходи. Всего-то ребенка родишь и все. А я говорю, нет, я буду замужем, я свою семью не разрушу, я хочу семью, оставьте меня в покое. И он так усмехнулся и говорит, ребенка родишь и хватит с тебя. Родила ребенка, и абсолютно чувства пропали, вообще пропали, улетучились. Так вот, и один другому говорит, нет, Самсон, хозяйка или госпожа, вот что такую фразу, она сказала, что пока не время. Стереги ее, сказал этот голос, и все исчезло. Все исчезло, я проснулся от того, что нашу медсестру позвали, они мне уколы делали. В общем, я проснулась, все стояли в таком иступлении, ждали, пока я глаза открою. То ли померла, то ли осталась. Бабка моя там чуть ли не рыдала. В общем, вот я проснулась, вернулась к жизни. Это было в 13 лет. В 23 года, во время рождения моего ребенка, я попала в кому. Я помню, что... Я все помню, что говорили врачи. Я помню, когда
мне делали кесарево сечение, и я потеряла много крови. И я помню разговоры врачей, и я помню, как крикнул кто-то: «Мальчик, мальчик!» Но этот крик был, знаете, как через овраг, через долину, эхом разносился. И я больше ничего не помню. Я помню, что я просто улетела. Вот я не видела себя. Мне было очень хорошо, и я хотела, чтобы меня не будили. Я не хотела возвращаться, жутко не хотела. Я увидела себя, как я качаюсь на качелях. Мне кажется, вот эти все фильмы и книги, которые снимают, да, и пишут, это все-таки от рассказов людей, которые там побывали. Не может человек знать это все. И я помню, что я вот себя на качели в детстве увидела. И так жутко кричала, меня брат тогда катал, укачивал. Но в этом видении я не увидела никого. Я видела себя, дерево и качели. И я вот качаюсь на этом качели и увидела свою прабабушку, мамину бабушку. Она была в каких-то таких старинных одеждах, красивая, молодая. Но я поняла, что это она, потому что я ее видела, ну, на фотографиях видела. Это была очень красивая женщина. У меня бабушки вообще были красивые женщины. Это была, ну, просто неописуемо красивая женщина. Глаза, дорогие друзья, у нее были до такой степени синие, вот кукольно-синие глаза. Вот такая она была красивая женщина. И ее называли Скрипка. Привет, Ян. Ее подруги называли ее Скрипка. Знаете почему? Фигурка у нее была как скрипка. Вот ее так и называли, Скрипка. И она, помолодевшая, красивая, смотрит на меня. Я побежала к ней, и она мне рукой вот так вот, мол, иди. Молча, ничего не сказала. Вот так вот махнула рукой, иди. И я так обиделась, но у меня это все видение исчезло. Я увидела себя, огромная дорога, огромная, и идут толпы людей. Вот если хорошо посмотреть на эти толпы людей, это люди, здравствуй, это люди из разных эпох, друзья мои, из разных веков. Это совершенно фараоны, я не знаю, духовные лица, папы римские, короли, цари Востока, султаны, императоры, очень много. Вот так они идут шеренгой просто, много-много. И я стою между ними, и все время на меня натыкаются. И старик мне один такой злой говорит: нет, это не род, это потусторонний мир все-таки, это мир мертвых. И мне один старик говорит: ну что ты здесь стоишь и мешаешь, тебе не сюда. Я говорю: а куда мне идти? Туда и откуда пришла. Что ты здесь стоишь, что ты здесь потеряла? И он такой злой на меня это сказал, мол, что ты мешаешь, стоишь здесь. А я такая растерянная, смотрю по сторонам, я не знаю, куда идти. А он мне говорит: иди туда, откуда пришла, тебе еще рано здесь, не твое место. Что-то так сказал мне. Я очнулась. Я очнулась после комы. Мне привели ребенка. Знаете, я увидела ребенка, и у меня еще пока в таком туманном состоянии, мне показалось, что у меня ребенок настолько красивый. Он такой красивый. А он весь опухший. На следующий день смотрю, у него весь опухший такой, весь отекший. Вы знаете, у меня иногда чувство вины, что я, ну, по молодости своей, по неготовности к материнству не додала своему ребенку столько нежности, сколько вот сейчас бы это сделала. Сейчас я более зрелый человек. Но не осознаешь тогда это материнство, понимаете? Вот сейчас думаю, сейчас бы его возраст просто, я бы его тискала, любила, а тогда у меня нервы, злость внутренняя, вот эта раздраженность, тысячи проблем на самом деле. Я действительно себя чувствую иногда виноватой. Думаю, вот вернуть бы эти годы, я бы вообще по-другому себя вела как мать. Хотя я не считаю себя плохой матерью, но вот да, как это все пролетело, и я раздражала, злилась, то не высыпалась, то и так далее. То есть этот момент я не почувствовала вот этой сладости материнства.
сейчас бы я это ощутила. Наверное, поэтому внуков очень любят, потому что когда проходит время, да, ты уже зрелый человек, у тебя уже все налажено в жизни, у тебя нет уже перед завтрашним днем страха, ужаса. Ведь молодые же боятся всегда завтрашнего дня, они не уверены. А мы им можем дать эту силу, уверенность. И вот мне кажется, что внуков поэтому и любят, что они уже осознанные, понимаете? Вот осознанные. Нет, сыну моему уже 15 лет. И вот поэтому ты отдаешь своим внукам все то, что не успела, не смогла дать своим детям. Что в тот момент молодости, глупости, когда у тебя была любовь, там, я не знаю, любовные страдания, внутренние какие-то барьеры, вот, и да, и ты этого не дала. Ну, как бы там ни было, и после, и еще раз вот этот смертельный случай был в 33 года, когда мне врачи сказали, что меня не будет. Ну, смертельных случаев в моей жизни было много, а вот именно такие моменты роковые. Вот теперь я жду 43-й свой день рождения. 3, вот что-то и там будет, да. И вот в 33 года, когда пошла... Мне 15 клиник отказали. За меня взялся военный врач. За меня взялся военный врач, и он меня спас. Потому что военные врачи, они более рисковые такие люди, да, они как-то особо не переживают, много прошли. Врачи меня здесь не принимали, вообще отказывали. А частные клиники я не хотела, потому что я им не доверяю. И, скажем так, мне просто в лицо сказали, вам осталось 3 месяца. Не надо себя мучить и прочее. И оно может просто в любой момент лопнуть и дать как бы сразу в мозг, и это секундная смерть. Поэтому, ну, в общем, вот так вот в лицо сказали и так далее. И вот тогда я потусторонний мир видела очень четко. Дорогие друзья, после операции моей, поскольку я наполовину уже нахожусь в мире мертвых, в потустороннем мире, потому что половина меня мертва, ну, это истина, это правда. Поскольку мне, скажем так, очень многое дали взамен на все, что я потеряла. Но в любом случае, как бы там ни было, не надо молиться. Яна, потом освободи у нас друга нашего. Он просто не учел, что надо писать не на армянском. Удалила, а я не умею удалять, мне только заблокировать, поэтому и удивляюсь, что можно их удалить. Я не умею. Итак, вот после операции связь с миром мертвых, как ни странно, усилилась во 100 крат. Если я раньше видела, я чувствовала, знала, они приходили во снах, они приходили по-разному, да? Сейчас, дорогие друзья, я, можно сказать, вот наполовину живу в этом мире мертвых, и я их очень сильно чувствую. И все мои близкие люди, которые меня знали давно, после операции сказали, что у меня усилилось во много-много раз то, что я знала, умела. То есть мне это дается намного легче, чем раньше, и очень много, изобильно. Почему? Потому что я наполовине в мире мертвых. Мертвые видят внутренним видением, живые видят глазами. Когда мы спим, мы становимся наравне с мертвыми. Есть такое выражение, да, что спящий, что мертвый одно и то же. Слышали, да? То есть мертвый человек, извиняюсь, спящий человек, он напоминает умершего. И вообще спящих людей фотографировать нельзя, нехорошо. Фиксируешь этот момент. Во снах наша душа выходит из тела.
выходит во время глубокого сна. Есть несколько стадий сна. Я об этом уже рассказывала. Сон. Легкая стадия сна, средняя стадия сна и есть глубокая стадия сна. Во время глубокой стадии сна наша душа выходит в астральные миры, начинает путешествовать. Если, скажем так, когда вы резко просыпаетесь, у вас хоть раз в жизни, если уж немного раз, был такой момент, когда вам казалось, что вы упали с какой-то высоты. Вот, и вы резко дергались и просыпались. То есть вы пугались, да? Почему это происходит? Потому что ваша душа выходит в астральные миры, и начинает путешествовать. И когда за вашей душой гонятся определенные сущности, душа бежит и падает. Да, экран плывет, я это замечала, кстати. Душа резко падает в ваше тело. Если у вас это часто происходит, испуги во сне, это нехорошо. Это значит, что за вашей душой идет где-то охота. И каждый раз во время сна, когда ваша душа будет выходить, он будет возвращаться с плохой энергетикой. С плохой энергетикой все время, если все время за ней гонятся. Дорогие друзья, влюбленные люди все время видят друг друга во сне. У них очень яркие эротические сны. Они там соединяются. И это реально. Они видят друг друга во сне. Мы видим множество людей, которых как бы знаем, но не знакомы, но ощущение, что мы их знаем, где-то видели, но мы никогда не видели в мире, в реальном. Это наши умершие родственники, это наш род. Многие из нас видели во снах замки старые, видели старые дома заброшенные, может быть, или красивые, да? И вы идете по этому замку, и вам кажется, что это ваш дом. Вы пришли в дом ваших родителей. Вот это настолько родное, что вы знаете этот дом. Вы просто знаете этот дом, вы знаете этих людей. Вы пришли к себе домой и просыпаетесь утром, у вас внутренняя тоска. Как будто вы ушли из дома. Как будто вы где-то заблудились, и вот же дом, я же была дома, в своем родном доме. Я очень часто вижу замок своих предков, поскольку у меня царское происхождение, между прочим, княжеское царское происхождение. И у нас очень много было у нашего рода замков. Я часто вижу эти замки. Я вижу женщину, которая меня за руку ведет. И я чувствую, что это моя мать. Ощущение моей матери. Но не матери земной этой, а там, в духовном мире. Она моя мать. И очень часто она мне это показывает. У многих из нас во сне было ощущение, что у нас есть мама там. Но эта мама не та, которая здесь. Там вообще другая мама. Та, которая во сне, она очень мудрая, очень ласковая, очень спокойная. И с ней рядом легко, с ней рядом безопасно. И как чаще всего следствие, они нам снятся, когда нам плохо. Они нас ведут в какой-то замок, они ведут в какой-то дом. Мы видим людей, мы среди людей, мы радуемся, веселимся. И кто-то нам является там матерью. А потом мы просыпаемся с таким чувством, что мы не одни в этом мире. Нам хочется жить, нам хочется идти вперед. Наша душа идет к предкам. Моего сына зовут Самуэль. Наша душа идет к предкам, идет за утешением, за помощью. Дорогие друзья, мир духов, он не на небесах, он не в земле, он не в каких-то других местах. Мир духов прямо здесь. Вот. Она прямо здесь, в потустороннем измерении, в нашем доме. У меня очень часто бывают такие видения, что я, заходя в свой дом, вот я об этом не рассказываю, потому что, еще раз говорю, не каждый это поймет. Это должны понимать, то есть поймут люди, которые хоть раз в жизни это видели. Благодарю. Я не боюсь этого, чтобы что-то было. Открываю двери, с Пусей захожу в наш дом, квартиру.
закрыла, ключи положила и понимаю, что я где-то не там нахожусь. Ощущение, что, знаете, наши квартиры, наши дома, они сохраняют память о старых домах, которые здесь были. Они сохраняют память о старых жителях. Эти жители живут здесь же, просто в другом измерении. Когда эти жители слишком активны, мы их слышим. Вот еще раз напомню вам фильмы мистические, которые на самом деле не мистические. Помните фильм Никол Кидман играет «Другие»? Когда по дому ходьба, шепоты, разговоры. То есть когда мир живых и мертвых слишком внедряется друг в друга, они друг друга слышат, а могут не услышать. Вот в вашей квартире, в вашем доме живут и другие тоже. Только вы их не чувствуете, а может, иногда почувствуете. Это старые жильцы, и они не живут в той же обстановке, что у вас. Они не живут в той же обстановке, что у вас. Они живут в своем доме. Вот в том доме, которая была. И она осталась в таком вот состоянии. Да? Это не астрал, это потусторонние миры. Ну и астрал в том числе. Про астрал я тоже рассказывала. Так вот, я захожу с Пусей, и у меня такое ощущение, что я попала не туда. Я сначала подумала, может быть, ключи подошли, а я зашла в чужую квартиру, потому что, ну как это понимать? Квартира старинного типа, я бы сказала, может быть, времен, ну, я даже не знаю кого, может быть, Александра Первого. Я живу в обоих мирах, вы угадали. Вот теперь вот вы поняли, о чем я говорю, дошло. Я зашла, я увидела огромную квартиру с высокими потолками. Вы знаете, что есть люди, которые так живут? Они просто об этом не говорят, потому что их примут за сумасшедших. Они так живут. Некоторые люди говорят, почему вы не делаете ремонт дома, почему вы там это не поставите, новую мебель, а им совершенно и не нужно. Им совершенно это не нужно, потому что они, заходя в свой дом, видят совершенно другие дома. Они живут в другом. Вот гости приходят, они видят этот дом. Но когда они сами живут там, они живут в другом измерении. Это тяжко, да, ничего такого нет. Но зато ты понимаешь, что ты не из мира сего. И поэтому ты за этот мир не держишься и не боишься уйти. У тебя нету страха. Вспомните фильм «Мастер и Маргарита». Вот очень мастерски показано там. Это квартира 50, в котором огромное пространство, да, огромные хоромы, замки, где бал сатаны происходит и прочее, прочее. То есть это квартира. Если обычный человек заходит, он ничего не понимает, ничего не видит. Ну, квартира и квартира, ничего здесь такого нет. Так это все, дорогие друзья, эти произведения не с воздуха. Это все на самом деле показывается человеку, который пишет и описывает, сколько лет они не могли «Мастер и Маргариту» снять. Не давалось и все. Есть такой момент. Режиссер старого фильма «Мастер и Маргарита» рассказывает, что когда они готовились к фильму, единственное, кто остался, это вдова Булгакова, которая следила за этим, которая говорила: вы знаете, Михаил Афанасьевич сказал мне, что нужно сделать вот так вот. И мы, говорит, смотрели на нее как на странную женщину, потому что она умерла уже. Ой, то есть он умер. Она все время говорила: Михаил Афанасьевич говорит вот так, говорит вот сяк. Мы считали это странностью вдовы. Потом она умерла. И фильм запретили. Первый фильм запретили. То есть они не досняли. И говорит, мы не знали еще, что запретили. Мы как бы отправили уже прошение, чтобы выделили, скажем так, выделили средства для фильма. И не в 90-х запретили, а в советское время.
И говорит, мы ждали ответа уже несколько дней. Ночью стучат, режиссер вот этого фильма. Я, говорит, открываю дверь, и я вижу Булгакова и его жену. Он стоит, улыбается, и жена говорит, Михаил Афанасьевич хочет вам передать, чтобы вы не нервничали. Фильм запретят, но вы не переживайте, он выйдет когда-нибудь, но не сейчас. И говорит, я смотрю на них, удивляюсь и резко поворачиваюсь и ударяюсь очень сильно о косяк двери. После чего они отворачиваются, уходят, я закрываю дверь, прихожу, сажусь и долго не могу прийти в себя. На утро мне показалось, что это был всего лишь сон. Но когда я увидел синяк у себя на ноге, я понял, что это был не сон. И через час позвонили и сказали, что в Кремле отказали выходу фильма «Мастер и Маргарита». Так вот, вот в этом фильме мистическом, он сам был мистический писатель, и он очень многое видел. Вот в этом фильме, ну вообще в этом произведении, да, вот эта вот квартира безразмерная. Вы говорите, откуда в вашей квартире помещаются столько вещей? Вот вам столько отправляют, у вас столько атрибутов. Где они помещаются? Дорогие друзья, пространство расширяется, вы даже не замечаете этого. Оно расширяется, оно где-то умещает. Пространство имеет черные дыры. Вещь пропадает, никуда она не делась, никто ее не брал. Ты одна была дома, вот она здесь лежала, и его нет. И мы грешим на домового, на еще кого-нибудь, а его нет. Он провалился в какое-то измерение черное. Через некоторое время оно появляется. Где-то появляется. Запутаться в этих мирах, Настя, эти миры раскрываются людям только тем, которые способны с этим справиться. Поверьте мне, мироздание очень мудро. Она не будет раскрываться любому встречному, не готовому к этому всему человеку, иначе этот человек сойдет с ума. Он просто не поймет, что происходит. Эти миры мне начали раскрываться, когда я потеряла половину себя. Они только тогда начали мне постепенно раскрываться. Эти звуки, эти шорохи, эти видения просто наяву. Так вот, мы зашли в квартиру, огромную квартиру, с большими высокими потолками. Наверное, в этой квартире комнат 8-9, я даже не знаю. Потом отвечу на эти вопросы. И я понимаю, что я нахожусь в другом месте, в той квартире, которая была здесь когда-то. Здесь когда-то была деревня на самом деле. Но потом в этих местах строили свои дачи, свои дома богатые люди. И эти дачи, дома потом тоже были, значит, сначала использованы коммунистами, потом во время войны служили как место для продовольствия, потом их снесли за ненадобностью, потому что они уже старели, их нужно было ремонтировать, а денег не могли выделять после военные годы. И я поняла, что я, зашла в эту квартиру, очень со вкусом расставленной, и у меня было такое ощущение, что сейчас с дверей кто-нибудь сойдет, именно хозяйка квартиры, потому что чувствовалась женская рука. Понимаете? И знаете, что самое интересное, что в этой квартире тоже были расставлены статуи. Очень красивые, более старинные, более такие антикварные статуи. Часы огромные. То есть я поняла, почему меня эта квартира полюбила. Я ей напомнила ее историю. Статуи, я тоже расставила статуи. И она себя почувствовала как в своей тарелке, начала мне помогать. До того момента мы с ней воевали. А когда я сделала, как ей нравится, примерно интерьер похож. И мы с ней подружились с этой квартирой, понимаете? Так вот, есть различные измерения. Есть параллельные миры.
Мне показывали, как летают души. Они летают как над городом. Видели вот съемки с вертолета? Вот они летают над городом, над этим огромным пространством. Озера, пруды внизу виднеются, лес. Ты видишь все сущности лесные, лесных духов. Внизу видишь хороводы, внизу видишь костры, внизу видишь какие-то сущности, которые бегают по воде. Это настолько интересный мир, он настолько разнообразен, и глуп тот человек, который боится смерти. Просто нужно жить достойно, если ты хочешь. Так Маргариту тоже снимали по этим видениям человека. Если ты хочешь попасть в этот мир, значит, живи достойно, не нарушая основные принципы мироздания. Дорогие друзья, в наших домах живут прежние хозяева, но у них не наш дом, у них свой дом. Тот дом, который остался в пространстве, он никуда не делся, хотя бы дом снесли, но это пространство, этот дом, этот призрак этого дома, то есть полностью материализировалось вот это все и осталось в другом измерении. И они живут в своем доме. И когда они чрезмерно нарушают наши границы, мы их слышим. Мы слышим шорохи, мы слышим какие-то движения. Они всего лишь живут там. Они ходят, разговаривают, любят, выходят замуж, расстаются. У них своя жизнь, у них есть жизнь там. И когда мы уйдем, мы тоже будем жить в родных местах. Может быть, нам скажут сделать нечто другое. Я вот знаю, что мое предназначение будет прийти к людям и помогать им. Если им положено слышать, Настя, они слышат, но не всегда. Они не всегда нас видят. Им разрешается нас видеть и пересекать границу миров только тогда, когда нужно помочь близким и родным. Понимаете? Просто так не дают, точно так же, как и нам просто так не разрешено переступать эту границу и вопрошать мертвых. Естественно. Вот вы и поняли секрет удачливости. Есть другие миры. Оставляя деньги в сундуках, вы притягиваете деньги в сундуках с другого измерения. Они есть. Когда я говорю, в этом мире есть чудеса, и ничего бояться не нужно, нужно просто быть уверенным и верить, что у тебя все получится, и оно получится. Я именно об этом и говорю. Не все возможно вам объяснить, не все возможно вам описать. И вы не поймете, если вы не готовы подсознательно к этому, вы не поймете, о чем я говорю и что я... Но, дорогие друзья, подобное из пространства потустороннего притягивает подобное. Шуба появилась. Повесьте эту шубу. Через некоторое время из других пространств появляется еще. Потому что в тех измерениях тоже есть шубы, тоже есть одежда, тоже есть богатство. Ограничений в пространстве не существует. Это мы видим. Мы ограничиваем. Но для мироздания нет ограничения. Их не существует. Пока мы живы, мы в своем теле закрыты, как в клетке. Наше тело ограничено. Она не дает нам, скажем так, многих возможностей. Когда у нас нет тела, душа может проникать и пересекать пространство за несколько секунд. Душа видит все. Для души полет через пространство, через здание, через, скажем так, нету для души ограничений. И она не видит мир таким серо-черно-белым, как мы с вами. Там другой мир, там разнообразный мир. Это и есть свобода. Это и есть свобода. Но есть души наказанные, которых оставляют в тех пространствах, где они грешили, то есть где они творили свои злодеяния. И они в этих пространствах и живут, и мучаются долгие годы, пока не откупят свою вину.
Только тогда их отпускают на волю. Этого тоже есть срок. Это называется чистилище. Поэтому ведьме, почему этот мир не кажется таким прелестным, почему она спокойно относится и к богатству, спокойно относится и к славе. Она... Кто сказал, что наша память стирает? Что за глупости вы говорите? Она спокойно относится ко всему. По той простой причине, что она знает, какой там мир. Она знает, что она никогда не одна. Она знает, что ее всегда рядом слышат силы, духи, предки, что она может любого из них позвать, поговорить. Дорогие друзья, многие исторические личности для вас всего лишь книжные герои. А я могу их призвать, я могу их видеть, я могу их спросить, я могу спросить, что они хотят. Я могу описать их жизнь. Я могу по их описанию сесть и написать о них биографию. Настолько будет правдоподобно, что люди просто удивятся, насколько же правдоподобно создан роман. У меня без источников, без ничего, я в университете не раз давала курсовую по разным историческим моментам. И они спрашивали, а откуда у вас источники? Они же такие точные, это в архивах, они не всем доступны. Мне нечего было сказать, я врала. Я говорила, что у меня просто родственники там помогли, еще кто-то. Мне нечего было сказать. Я ж не могла сказать, я вызвала дух Тиглам-Паласара, царя Ассирии, и по его описанию написала, что там была внешняя политика Ассирии, что там случалось. Не могу же я это сказать, меня же за сумасшедшую примут. Естественно, я говорила, источники нашла, прочитала, написала. Поэтому человек, для которого все живы, для которого нет понятия умершие, это для вас они умерли. Они ушли, они умерли. Для меня они не мертвы, они где-то в пространстве, и я могу их позвать, я могу их попросить, спросить, они мне помогут. Я когда-то просила у Екатерины Великой решимости, ее решимости. Я сейчас точно не помню, в каком-то вопросе у нас один был такой преподаватель, мерзкий мужик, гей, причем этот человек. То есть он не интересовался женщинами, он к женщинам относился очень жестоко. Преподаватель философии. И я должна была прийти, чтобы он мне поставил. И я помню, что я стояла, и мне фраза в голове: «Фике, дай мне свою решимость». Я начала ее просить. И у меня, знаете, в голове такой голос зазвучал: «Иди, не бойся». Жечь. И об этом я уже говорила. Это сразу освобождает душу. И не верьте ни в какую реинкарнацию и перерождение. Его не существует. Просто нет. Каждому дается по одной душе. Я об этом рассказывала. Откройте, посмотрите. И вот когда у меня в голове это зазвучало, я просто очень смело поднялась, зашла к нему в кабинет. Он мне от страха, какие-то у него глаза прям расширились, он мне поставил. Я повернулась, вышла, меня не узнали мои однокурсники и говорят: «Слушай, ты была сама не своя. У тебя такой повелительный голос был, и такое было ощущение, как будто ты весишь 200 килограмм. У тебя пост тут был очень жесткий». Я говорю, я себя почувствовала просто в этот момент Екатериной Великой. Я попросила ее мне помочь, дать мне решимость свою. Понимаете, и она мне это дала. И вот для вас Екатерина Великая исторический персонаж. А я много-много раз к ней обращалась и просила. И я знаю, что она очень добродушная женщина. Она очень добродушная женщина и где-то очень слаба, если хотите знать. У нее решимость просыпалась изредка. В основном она полагалась на своих гвардейцев. Она собирала... У нее был талант найти нужных людей. И она это могла делать.
И поэтому, когда вы задаете об исторических персонажах, об исторических моментах, я не по истории только говорю, я говорю, как я вижу их, понимаете? Они приходят, и я их вижу. И я у них спрашиваю, и они мне отвечают. Я обращалась к нашей знаменитой Кёсе. Я хочу вам сказать, что она не любила своего мужа. Хотя и исторически она любила, у них была очень великая любовь. Не любила она его жалела, он был очень слабый человек, Ахмед. И я помню ее вот это вот диалог со мной о том, что если бы Ахмед был жив, то я бы не была той Кюсем, кем являюсь. Потому что он был очень податлив, и каждый мог уговорить его меня убрать. Но поскольку он умер молодым, а в истории сказано, что у них была сказочная, сумасшедшая любовь. А я вам могу сказать, что настоящая любовь была у Хюррема и Сулеймана. Это реальная любовь. Это действительно была эта любовь. И когда она умерла, он ослеп. Настолько ее любил. Вот это действительно так. Ведь, с одной стороны, это очень приятно знать то, что другим не дано, а с другой стороны, это же великий груз. Ты же понимаешь, что здесь основное, что преподают и говорят, это фальшь, это неправда. А ведь я же у них спросила, понимаете, а что я им скажу? Это неправда, мне сама Кёсем сказала, что она его не любила, покрутит у виска и скажет, долбанутая, сумасшедшая, понимаете? То есть почему для нас, дорогие друзья, мир – это не то место, за которое мы так держимся? Потому что мы знаем правду. И мы слишком зрелые для этого мира, понимаете? Мир слишком примитивен для нас. Женщины, у которых единственная в жизни, скажем так, проблема – это мужик, это любовь, это приворот, это какой-то там вот он, как мне вернуть его? Скажите, а есть у вас ритуал, чтобы он вот вернулся, он сейчас 2 года живет с другой женщиной, и вот я хочу, чтобы он вернулся, мне вот надо вот такой заговор дайте. И ты смотришь на это примитивное стадо и думаешь, фу, я не хочу для них ничего делать. Это примитивное стадо. Женщина, которая 2 года плюнули ей в лицо, в душу, насрали, ушли и живут с другой женщиной. И она говорит, хочу его вернуть, мне вот какой-нибудь ритуал дайте. Женщина, которая даже не думает о том, что Вселенная избавила ее от мусора, и что она может в этой жизни достичь всего и забыть этого предателя. Это примитивные женщины. Как мне с ними работать? Вы говорите, вот вы злитесь. А не могу, дорогие друзья. Я не могу смотреть на этот примитив. Я не для этого родилась на этот свет, чтобы Васю Петю возвращать к Мане Федоровне. Понимаете, у меня другая миссия, более высокая. Научить людей правильно относиться к миру, к духам, не бояться их, понимать их. Научиться понимать жизнь и смерть, знать, что есть другие измерения, знать, что есть потусторонние миры, черные дыры, куда можно провалиться. Понимаете? Можно развеять, можно нет, это уже зависит от желания человека. Научить не бояться, научить идти вперед, научить материально обеспечить свое поколение, чтобы... Потому что деньги – это сила. Хочешь сильную династию – строй богатую династию. Бедные люди не могут быть сильной сплоченной династией. Построй сильную династию, уходи. То есть я пришла, чтобы дать людям вот этот секрет, наверное, правильной жизни, да? А не для того, чтобы вот как там вернуть любимого, как гадать, как посмотреть на отношения. Это слишком для меня примитивно. Это для меня детский сад, низкий уровень. И вот когда вот начинают, вот, какая же она ведьма, если не гадает. Да гадайте вы, Господи, гадайте всем миром и делайте, что хотите. У меня другое видение мира. Когда я человеку говорю, возьмите и сделайте,
Я вам дарю и создаю такие вещи. Спасибо. Я вам дарю такие вещи, о которых я не могу вам объяснить, почему так надо делать. Но доверьтесь мне, я это знаю. Доверьтесь мне, что есть некоторые фразы, которые из потусторонних миров притягивают удачу. Потому что мир состоит из энергии, паутины энергии. Если ты счастлива, ты притягиваешь счастливых людей. Если ты несчастна, ты несчастье притягиваешь. И очень легко можно отключить свои эмоции, очень легко можно себя настроить на хорошее. Можно открыть потоки, можно открыть потусторонние миры, можно открыть порталы удачи. Есть люди, которые на ровном месте получают деньги, благодарности, на ровном месте, ничего не делая, просто в этой жизни живут припеваючи. Есть даже такие люди. Им какой-то секрет оставили, и они это знают. Им просто, у них случается что-нибудь, и весь мир спешит на помощь. А есть люди, которые работают день и ночь, и они не могут добиться успеха, потому что они не уважают пространство. Они не уважают мир духов, они не уважают потусторонние миры, они не верят в то, что есть мироздание со своими законами. Они не хотят этим законам подчиняться. Они не хотят жить по правилам этих законов. Они не желают ничего делать, и поэтому мироздание им не помогает. А я вам сейчас говорю, не бойтесь духов, не бойтесь смерти, не бойтесь потерь. Ничего никуда не теряется. Все рядом с нами. Как ушло, так и вернется. Я, знаете, как иногда говорила, еще в юности, мои деньги, деньги, которые мне положены, придите сюда. Я не помню, сколько мне было, 15, что ли, лет. И вы знаете, вот ни с того ни с сего у нас, родители там на какие-то подработки, 90-е годы вообще были голодные 90-е, какие-то подработки давали, какие-то, что-то из ниоткуда в семье появлялось. И я поняла, что где-то есть моя доля, она спрятана. Я родилась, и у меня есть моя доля, как у каждой девушки есть свое преданное, так у каждого человека есть свое преданное. Вселенная, наша мать, она нас без преданного не оставляет. У нас есть свое преданное. Просто это преданное надо к себе перетянуть, попросить, потребовать. И я говорила, деньги, деньги, мои деньги, скрытые деньги, приходите сюда. И они приходили. Я со своего банка брала свои деньги. Вон там на счету моем лежат мои деньги, понимаете? Вот поэтому я вас и учу. Это все испробовано. Есть какой-то закон вселенский, который работает. И я даже не могу вам объяснить, почему так. Но оно так. Вечность, она существует. Мы приходим в этот мир один раз. Почему? Потому что мы один раз имеем право сюда прийти. Мы имеем право прийти сюда только один раз. Потому что много тысяч и миллионов душ ждут рождения. Откройте, посмотрите «Роковая любовь», и вы поймете, о чем я там говорю. Душа приходит в этот мир, чтобы потом занять особое место. Те люди, которые родились в этот мир, они считаются особенными, потому что те души, которые не родились, которые еще там находятся, они обычные духи. Они живут одинаково со всеми, на одном уровне. А души, которые пришли и прошли чистилище жизни, которые прошли эту боль, этот страх, когда они пришли и жили в теле человеческом. Помните, песню пела Тамара Гверцетели? «Бог, не суди, ты не был женщиной на земле». Понимаете, когда души находятся там, они одинакового уровня, с одинаковыми правами, одинаковыми возможностями.
Но души хотят большего. Они хотят особое положение, особое место. Кто-то хочет после смерти покровительствовать истории, историкам. Он хочет получать все время энергию от людей памяти. Он хочет все время быть кем-то. И душа говорит: отпустите меня в мир. Я хочу в этом мире родиться. И если мы избранные все, вот в нашем мире, кто родился, все избранные, от бомжа до министра, все. Каждый из нас избранная душа, отпущенная здесь, чтобы родиться. Родиться и показать, что мы можем в этом мире. Поэтому у нас внутри с рождения есть это желание быть известными. Спроси ребенка, никто не скажет: хочу быть грузчиком или хочу быть певицей, хочу быть танцовщицей, хочу быть космонавтом. Почему? Потому что каждый из нас хочет после смерти получать энергию. Бомжи тоже были избраны, Яна, просто они не использовали этот шанс. И алкаши были избраны, и наркоманы были избраны. Все были избраны, кто сюда пришел. Но каждый по-своему этот шанс использовал. Кто-то оказался слаб и не способен жить. Понимаете? И каждый человек, который, даже если ничего в этом мире не сделал особенного, но хотя бы преступление не совершил, он уходит туда в особое место. Я устала от глупых фраз. Хорошо? Почему так много дебилов? Потому что эти дебилы не понимают, что им дан один раз шанс жить на этой земле, и надо жить так, чтобы там тебя приняли по-другому. Поэтому они и дебилы. И они свой шанс просрали. Вот почему. Человек, быть лучшим, быть сильным, выделяться — это большая ответственность. Надо быть готовым и к атакам, надо быть готовой и к вражде, надо быть готова к клевете, к вранью. Не каждый способен, не у каждого силы духа, нервов хватает бороться, понимаете? Многих ломают. Так вот, душа приходит в этот мир — в этот мир, чтобы получить некое энергетическое поле и уйти. Душа приходит в этот мир, чтобы кем-то стать. И вот когда он кем-то становится, его помнят. Его помнят. Ну вот стал он композитором, ушел. И вот собираются каждый раз какие-то там памятные вечера в честь него. Его музыку играют, о нем говорят. Чем больше говорят о нем, каждый раз к нему идет определенный поток энергии. Эта душа все выше и выше поднимается. То есть он получает определенный статус там. Он уже не обычная душа, как все. Он не просто дух, он не просто бродячая энергия. Он некто. У него есть свой эгрегор, с ним считаются. Понимаете? Вот для чего мы рождаемся в этот мир. И каждая душа хочет что-то получить в этом мире, а там жить хорошо. И если мы не использовали этот шанс, то второго раза у нас не будет. Многие люди, которые нам встречаются, мы говорим: вот мы так совпали, мы так дружим, как будто мы знаем друг друга 100 лет. Бывает дружба настоящая на очень много лет, на всю жизнь. И люди совпадают, люди даже одинаково мыслящие, одинаково живущие встречаются. Это говорит о том, что эти души знали друг друга там. Точно так же есть роковая любовь. Дорогие друзья, когда ты видишь человека, и ты понимаешь: я этого человека знала всю жизнь. Я где-то его видела. Вот отсюда и заблуждение о прошлых жизнях. Нет прошлой жизни. Просто там, в других измерениях они любили друг друга. И так совпало, что они родились в это время, в одно время, и они ищут друг друга, понимаете? И они будут счастливы. Но бывает иногда, что мы говорим: вот бы мне родиться в
в средние века, да, вот вам тянет вас туда, вам нравится это время. Почему? Потому что ваш любимый раньше родился, умер, поднялся туда, а потом вы пришли на этот мир. И вы здесь не можете никого найти, хотя даже рожаете ребенка, выходите замуж, но это не тот человек. И он все время вам снится. И вы стремитесь к нему. Вы знаете, что он есть. Но очень может быть, что его нет уже в этом мире. Что он давно пришел, родился и ушел. И вы с ним не встретились, понимаете? Очень редко, чтобы души, родные души встречались. Сколько было таких случаев, когда люди совершенно разных культур любили друг друга. Ну вот видишь, любили они друг друга, обожали друг друга и были из разных культур. Все были против них, но они соединились и остались вместе. Это роковая любовь. Это значит, они любили друг друга еще там. Они встречаются опять в бесконечности, они снова вместе. Но они должны это пройти, эту дорогу, эту трудность. Дорогие друзья, мир не такой, каким мы его видим. Нам дают видеть так, как позволено нашему глазу. Но мир многогранен. Есть множество потусторонних миров. Где-то живет наше прошлое, где-то живет наша юность, наше детство, где-то живут наши близкие и родные. Я, человек не раз умирающий, вам скажу, вы ничего не чувствуете. Отключается все. Люди, которые приходили в себя, скажем, после аварии или чего-нибудь еще, спрашивали, вы помните, что было? Нет. Вот секунда, и как в забытие куда-то провалилась, я не помню ничего. Ничего не помнят. Это секунда. Люди не боятся смерти, люди боятся пыток. Люди боятся боли. Люди боятся видеть смерти, пытки и казни родных. Вот чего боятся люди. Не смерти, а неизвестности. Что будет перед смертью и что будет после смерти, куда мы попадем. Вот чего боятся люди. Боль страшна, чем смерть. Я не знаю, зачем эта ложь про реинкарнацию. Спросите у тех, кто эту ложь вам говорит. Но там свобода, там свободный полет. Каждому по вере своей воздастся. Если вы яростная христианка, вас встретят христианские святые. Если вы яростная мусульманка, вас встретят мусульманские святые. Если вы буддистка, вас встретит Будда. Духи примут тот облик, который вам легче всего воспринимать, чтобы вы не боялись. И всего-то. Но измерение пространства там одно. Я однажды смотрела одну женщину, которая куда попадают мусульманки, если у них муж христианин. Я это посмотрела, и мне так стало смешно. Думаю, вы так рассказываете, как будто вы 500 раз там попадали и возвращались. Ну прекращайте этот бред нести. Там нету отдельно для христиан места, отдельно для мусульман, отдельно для буддистов, отдельно для язычников. Там одно пространство. Там одно пространство. И все мы идем в это одно пространство. Атеистов в мире, в природе не существует, Евгения. Атеисты – это люди, которые боятся признаваться, потому что они верят больше, чем мы с вами. И они говорят, это такое самосохранение. Если я не верю, значит, этого нет. Я не могу вам сказать, что там, счастливы или нет, по крайней мере, там нет тех чувств страха, ужаса и боли, как здесь. А те, которые достойны пройти испытание, достойны пройти чистилище, они будут видеть, как гибнут их поколения, их дети, внуки, и будут видеть и страдать.
искупят этим страданием свою вину. Только тогда их пустят туда. Помните, такая карикатура была, когда яростный мусульманин шахид попадает в рай, и вот приходят обещанные девы. И, значит, он говорит, а где же обещанные девственницы? И выходят наши монахини. И он такое лицо сделал, мол, ну почему вот эти? А там, а они девственницы, это невесты Христа. Вот, получай девственниц. Так что не делите потусторонний мир по религиям и по культурам. Там все одинаковые. Да никуда вы не попадете, ни в какой ад. Вы поймите, ну какой же это может быть вселенная, если она будет жарить людей в аду? Вот сами подумайте, какой милосердный Бог жарит свое создание веками в каких-то пламени ада. Наказание души за его проделки – это чистилище, это остаться на земле, остаться на том месте, где он это сделал. Выстрадать, посмотреть, но через некоторое время получить откупление. И более ничего. Понимаете как? Просто есть люди, которым открывается потусторонний мир. И эти люди, то, что вам говорят, поверьте, это так и есть. Просто доверьтесь этому всему. И поймите, что души влюбляются, как они ведут, они живут вместе, без тела, но они точно так же чувствуют эту сексуальную влечение, эту любовь, и от них рождаются дети, энергетическом уровне рождаются новые сущности. А как эти сущности-то появляются? Они рождаются друг у друга. Это такая же жизнь, как и здесь, только без тела и более свободно. Больше ничего. Так вот, дорогие друзья, почему мы живем в другом измерении, то есть, да, именно ведьмой, для того, чтобы видеть потусторонний мир и вам помочь понять, чтобы вы не боялись. Конечно, я все, что сказала, это всего лишь иголка в стоге сена. И это самая малость, что мы видим в этом мире. Не ограничивайте себя религиозной билибердой, страхами. Не ограничивайте себя. Это очень тяжело от этого рабства выйти, потому что это тысячелетиями продолжается. Но я хочу вам сказать, не ограничивайте себя религиозной билибердой. Будьте свободны, дорогие друзья. Нету там никакого ада, никакого наказания. Там есть мир духов. И если ты никого не убивал, никого не грабил, если ты ни у кого ничего не отбирал, если ты не совершал низменные поступки, ты имеешь право любить кого хочешь, ты имеешь выходить замуж за кого хочешь. Если ты не сделал никому больно, если ты не прекращал ничего родословное, если ты никому ничего не сделал плохого, то тебя не за что наказывать только потому, что ты мусульманка, а он христианин или наоборот. Понимаете, мироздание судит вас не потому, что ты мусульманка и выходишь не за мусульманина, а потому что какой ты была человек. Ты была человек или не человек. Можно 1000 раз быть мусульманкой, выйти за мусульманина, но никому куска хлеба не дать и верить свято, что ты попадешь в рай. Понимаете? Это очень смешно. Рай – это свобода души. Это возможность видеть своих родных. Это возможность освободиться от мирских проблем, забот. Это возможность не страдать за своих близких и родных, которые на земле. Вот это будет рай. Ад – это находиться в том же самом измерении, где ты сделал свой грязный поступок, постоянно видеть
этот тот же самый поступок все время страдать и искупать свою вину, и через некоторое время получить право на освобождение. Вот так и случается, потому что Вселенная – это наша родная мать. Она не тиран, она не изверг, она не живодер, чтобы драть нас кожу, сжигать нас, варить нас в котлах и наслаждаться. Эти все котлы придумали люди с больной фантазией, потому что человек считает, что самое страшное – это огонь. И вот если представьте, как вы вечно будете гореть в этом огне. Я в этой лекции «Ада не существует» очень четко вам объяснила, что такое адское пламя, откуда это выражение пришло в греческой философии, потом в еврейской философии соединилось. Вселенная наша матерь. Если мы сделали неправильно, она нам дает время искупить нашу вину. Или искупить перед смертью, или искупить на том свете, какой-то срок уделяя нам. Но Вселенная не есть живодер и, знаете, Вселенная не тиран. Из недр Вселенной мы родились. Из недр Вселенной мы живем. Оттуда мы получаем жизненную энергию и силу. И она наша Матерь рождающая. И Вселенная нас судит по тому, как мы жили свою жизнь, насколько достойно, сколько хорошего, нужного мы оставили на этой земле. Она не говорит о том, почему ты вышла за того замуж, а не за этого, почему ты не так молишься, почему ты не носишь хиджаб или крест. Она не по этим мелочам нас судит. Она судит по нашим поступкам. Если мы кому-то сделали зло, но 100 раз больше сделали добра, это зло вычеркнуто. Понимаете? Никто нам не скажет, а как ты молился? И напоследок вам скажу одну фразу. Один человек всю свою жизнь молился, держал пост, значит, не пропускал ни одно религиозное празднество и так далее, и так далее. Я сейчас не буду об этом говорить. А второй человек строил дома, забирал сирот с улиц, растил, помогал людям как мог, участвовал во всем, чтобы помочь бедным людям, нуждающимся. А другой молился и молился. И когда они предстали перед высшим судом, тот, который молился с уверенностью, что сейчас ему дадут самое лучшее место, пошел вперед. Но ему сказали: спускайся в мир людей и будешь среди людей до тех пор, пока не совершишь несколько добрых поступков. Потому что ты в своей жизни ничего полезного не сделал, поэтому мы тебя сюда не примем. А вот этого строителя забрали туда. И он негодовал, он сказал: как так? Я соблюдал все религиозные праздники, все традиции, я крестился, я паломничество совершал, я молился день и ночь. Они сказали: а толку от твоих молитв и от того, что ты соблюдал праздники, и от того, что ты читал священные книги? Какой толк от тебя этому миру? Ты ничего этому миру не дал. Ты просто думал о себе, о своей голове, о том, как бы сделать так, чтобы жить лучше после смерти. Ты поклонялся своей шкуре, своим интересам, но ты людям ничего не оставил. А этот строитель строил дома, он подбирал сирот, он растил этих детей, он выдавал их замуж, у тех рождались свои дети. Он основал новый род человеческий. Он дал жизнь многим. Он помог очень многим и принес очень много пользы. Хоть раз в жизни он не молился, но от него было толку человечеству больше, чем от тебя, лживого набожника. И вернули его обратно. Так что, дорогие друзья, когда вы предстанете перед судом Вышнего, он не будет говорить: ну-ка скажи мне, сколько раз ты в мечеть ходил, а ну-ка ты вот паломничество, хадж совершил или нет. Скажи мне, сколько раз ты с крестом ходил на крестовые крестовые ходы. Часто ли ты ходил в церковь? Он скажет, что ты сделал в этом мире хорошего людям. И что ты оставил в этом мире. И за что я должен тебе дать хорошее место здесь. Вот как вас будут судить. А не потому, как вы молитесь, как вы кланяетесь, как вы
Вот именно. Как вы произносите и так далее. Все это лицемерие. И напоследок вам скажу. Амар Хайям написал. Есть столько вер, и все они не схожи. Что христианство, что ислам. Любовь к тебе я выбрал, Боже. Все прочее ненужный хлам. Еще раз скажу. Есть столько вер, и все они не схожи. Что христианство, что ислам. Любовь к тебе я выбрал, Боже. Все прочее ненужный хлам. Все прочее придумано людьми. Традиции, обычаи, так крестись, там посмотри, туда смотри. Иисус Бог, нет, Иисус Сын Бога, нет, тогда мы тебя за это убьем. Нет, Мухаммед пророк, нет, Аллах Бог, нет, Христос Бог, давайте тогда друг друга вырежем, посмотрим, чей Бог лучше. Понимаете, все это ненужный хлам. И это все нам на том свете не пригодится. Поверьте мне. Всем удачи.